Всем привет! В этом видео приготовим меню для праздничного стола. Всего будет 8 блюд. Такой стол рассчитан примерно на 6-8 человек. Будем готовить 3 салата. Салат лесной, очень легкий салат с морковкой и ананасами и красивый салат с виноградом. Приготовим 3 закуски. Легкую закуску с виноградом и сыром, бутерброды с селедкой и закуску в корзиночках. Также приготовим шоколадный торт. И на горячее приготовим блюдо из мясного фарша с грибами и сыром в духовке. Первым приготовим торт. Его можно приготовить за день до торжества и хранить в холодильнике. Готовится он быстро и несложно. Мягкие шоколадные коржи и нежный крем никого не оставит равнодушным. Сначала испечем бисквит. Яйца разделяем на желток и белок. Белки выливаем в большую миску, а желтки отдельно в любую емкость. Понадобится 6 яиц. В белки насыпаем щепотку соли и начинаем взбивать. Когда появится пена, добавляем сахар. Его насыпаем постепенно в несколько подходов. Всего понадобится 125 грамм сахара. Белки с сахаром взбиваем до крепкой устойчивой пены. Это очень важно. В уже хорошо взбитые белки по одному добавляем желтки. Снова взбиваем до однородности. Ко взбитым яйцам насыпаем муку и какао. Понадобится 100 грамм муки и 20 грамм какао. Обязательно просеиваем их через сито. Тесто аккуратно перемешиваем лопаткой. Муку с какао насыпаем в 2-3 подхода. Перемешиваем аккуратно лопаткой, чтобы тесто осталось воздушным. За счет этого воздуха оно будет подниматься в духовке. Приготовленное тесто выкладываем в форму, застеленную пергаментной бумагой. Размер моей формы 26 на 39 сантиметров. Тесто аккуратно разравниваем по всей форме. Ставим в разогретую духовку до 180 градусов. Выпекаем примерно 15 минут. Готовность теста проверяем зубочисткой. Она должна выйти сухой из теста. Испеченному бисквиту даем остыть до комнатной температуры. Бисквит остыл, вынимаем его из формы. По желанию снимаем верхнюю корочку. Переворачиваем и снимаем пергаментную бумагу. Края бисквита отрезаем, чтобы он стал более ровным. Обрезки нам понадобятся позже для украшения торта. Разрезаем бисквит на 2 одинаковые части. Каждую часть бисквита разрезаем по высоте еще на 2 коржа. Я разрезаю струной для нарезки бисквитов, но также можно разрезать длинным ножом. В итоге должно получиться 4 бисквитных коржа. Готовим крем для торта. В миску наливаем 350 грамм сметаны. Я использую сметану жирностью 20%. Насыпаем 150 грамм сахара. Все взбиваем миксером до однородной массы. Сюда же добавляем 250 грамм сливочного сыра. Все опять взбиваем миксером до однородной массы. Вместо сливочного сыра можно использовать творожный сыр. В конце насыпаем 1 столовую ложку какао. Опять перемешиваем до однородности. Крем готов. Складываем торт. Кладем первый корж. Весь крем делим на 4 примерно одинаковые части. На бисквит выкладываем 1 часть крема. Равномерно распределяем его по коржу.
Накрываем вторым коржом. Опять смазываем его кремом. Так выкладываем все 4 коржа и смазываем их кремом. Пропитывать коржи сиропом не нужно, крем отлично их пропитает. Примерно 2-3 столовые ложки крема оставляем для украшения торта. Торт можно поставить в холодильник на 1-2 часа для стабилизации, а можно продолжить украшать. Я поставила торт в холодильник. Бока торта смазываем оставленным кремом. Обрезки бисквита кладем в измельчитель. Измельчаем их в крошку. Приготовленной крошкой посыпаем торт по бокам с помощью силиконовой лопатки или ложки. Готовим шоколадную глазурь. В мисочку ломаем примерно 30-40 грамм черного шоколада. Наливаем 50 мл горячего молока. Шоколаду даем немного постоять и перемешиваем. Если он не растопился, то ставим в микроволновую печь на 10 секунд. Опять перемешиваем до однородного состояния. Будьте внимательны, не перегрейте шоколад. Растопленную шоколадную глазурь перекладываем в кулинарный мешок. Шоколадом рисуем на торте полоски по диагонали, сначала в одну сторону, а затем в другую. Также украшаем торт шоколадными полосками посередине и по бокам, так чтобы получились квадраты. Торт готов. Торт получился очень вкусным. Воздушный шоколадный бисквит прекрасно сочетается с нежным сливочным кремом. Готовится торт несложно и достаточно быстро. Такой торт прекрасно подходит для любого торжества. Следующее приготовим несложную и очень вкусную закуску в корзиночках. Приготовление максимально простое и быстрое. Берем 2 сырых моркови среднего размера и трем их на мелкой терке. Два вареных яйца тоже трем на мелкой терке. 1 плавленый сырок весом 80 грамм трем на мелкой терке. Для того, чтобы сыр легче терся, я его положила в морозильную камеру на 30 минут. В миску кладем тертую морковь, яйца и сыр. Добавляем 1 зубчик чеснока через пресс. Все немного солим. И перчим черным молотым перцем. Заправляем примерно 2 столовыми ложками майонеза. Все хорошо перемешиваем. Приготовленную начинку перекладываем в кулинарный мешок. Я использую насадку звездочка, но можно обойтись и без насадки. Песочные корзинки наполняем приготовленной начинкой. Этого количества начинки хватает примерно на 20-25 корзиночек.
Сверху каждую корзинку с начинкой украшаем листиком петрушки. Сюда же кладем по одной оливке. Закуска готова. Закуска с морковью в корзинках получилась красивой и с приятным пикантным вкусом. Легкость и сочность ей придает морковка, а сытность сыр. Также такую начинку можно подать на крекере или хлебцах. Следующий приготовим закуску с виноградом и сыром. Готовится максимально просто и на столе выглядит красиво. Такая закуска понравится всем, и взрослым, и детям. Сыр нарезаем кубиками размером примерно 1,5 см. Я использую королевский сыр, его понадобится 200 грамм. Виноград я уже отсоединила от веточки. Каждую виноградинку прокалываем зубочисткой и накалываем кубик сыра. Понадобится примерно 250 грамм темного винограда. Точно так же нарезаем кубиками второй вид сыра. В этот раз я использую сыр Гауда. Розовый виноград тоже накалываем на зубочистку, а затем нанизываем кубик подготовленного сыра. Мне понадобилось 300 грамм сыра Гауда и примерно 300-350 грамм розового винограда. Подготовленную закуску красиво выкладываем на блюдо. Сначала выставляем канапе с темным виноградом. Вокруг него выставляем канапе с розовым виноградом. Следующим кругом опять ставим темный виноград. Длина моего блюда 30 см, а ширина 22 см. И в конце выкладываем канапе с розовым виноградом. Кладем их боком на тарелку. Закуска готова, можно подавать на стол. Закуска с виноградом и сыром готовится очень просто и быстро. Виноград прекрасно сочетается с сыром. Такая закуска отлично подходит для любого праздничного стола. Четвертыми приготовим бутерброды с селедкой. Вкусные, красивые и со знакомым вкусами с детства. Вареные яйца трем на крупной терке. Всего понадобится 4 яйца. Пучок укропа и зеленого лука нарезаем небольшими кусочками. Зелень добавляем к яйцам. Все солим по вкусу. И перчим черным молотым перцем. Заправляем майонезом и перемешиваем. Начинка готова. Ржаной хлеб нарезаем ломтиками. Каждый ломтик разрезаем пополам. Хлеб выкладываем на сухую разогретую сковороду. По желанию можно добавить немного растительного масла в сковороду. Жарим с одной стороны на небольшом огне до хрустящей корочки. Готовый хлеб выкладываем на тарелку поджаренной стороной вверх и даем ему остыть. На каждый ломтик уже остывшего хлеба выкладываем подготовленную начинку. Сверху на начинку кладем примерно по пол чайной ложки зернистой горчицы. Немного ее размазываем сверху по начинке. Филе селедки нарезаем порционными кусочками. Я предварительно сельдь очистила от внутренностей и костей. Подготовленные кусочки сельди выкладываем на бутерброды. Сверху бутерброды украшаем небольшой веточкой укропа.
Все красиво выставляем на блюдо и подаем на стол. Бутерброды с селедкой получились красивыми и очень вкусными. Необычная подача сразу притягивает взгляд к этому блюду. Такие бутерброды прекрасно подходят на праздничный стол. Пятым приготовим салат лесной. Он выглядит нарядно, ярко и аппетитно и вызывает огромное желание его попробовать. Куриное мясо отделяем от кости. Я взяла 2 куриных бедра и отварила их в воде с добавлением лаврового листа, соли и черного перца горошком. Мясо нарезаем небольшими кусочками. На блюдо ставим кулинарное кольцо. Первым слоем выкладываем нарезанное мясо. Диаметр кольца я выставила 16 см. Наносим сеточку из майонеза. Вареные яйца разделяем на белок и желток. Белки трем отдельно на крупной терке. Желтки тоже трем на терке. Желтки выкладываем вторым слоем. Выкладываем не все, примерно 1 желток оставляем для украшения салата. Равномерно разравниваем. Наносим сеточку из майонеза. Следующим слоем выкладываем тертые белки. Распределяем по всей поверхности салата. Сверху наносим майонез. Вареную морковь трем на мелкой терке. Понадобится 1 крупная или 2 небольших моркови. Следующим слоем выкладываем морковь. Равномерно ее распределяем и утрамбовываем вилкой. По желанию немного солим. Наносим сеточку из майонеза. Шампиньоны разрезаем пополам и нарезаем пластинками. Всего для салата понадобится 200 грамм грибов. 1 луковицу нарезаем четверть кольцами. На горячую сковороду кладем нарезанные грибы. Готовим их на самом большом огне до испарения жидкости. Как только вся жидкость испарилась, наливаем немного растительного масла. И насыпаем подготовленный лук. Все обжариваем до золотистости лука. В конце грибы солим и перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем и снимаем с огня. Даем грибам немного остыть. 100 грамм чернослива моем и заливаем горячей водой. Оставляем на 5-10 минут. Подготовленный чернослив обсушиваем бумажными полотенцами. Нарезаем его кубиками. Я использую вяленый чернослив. В форму на морковку выкладываем уже остывшие жареные грибы с луком. Равномерно их разравниваем. Наносим майонез. Сверху выкладываем нарезанный чернослив. Наносим сеточку из майонеза. Сыр трем на мелкой терке. Я использую голландский сыр, его понадобится 100 грамм. Подготовленный сыр выкладываем следующим слоем. Разравниваем и немного утрамбовываем вилкой. Наносим сеточку из майонеза. Нарезаем зеленый лук.
Также нарезаем немного укропа. Лук и укроп выкладываем сверху. Это будет украшение салата. Сверху зелень посыпаем оставленным тертым желтком. Аккуратно снимаем кулинарное кольцо с салата. Салат готов, можно подавать на стол. Салат лесной получился очень вкусным и сытным. Он отлично подходит для праздничного стола. Готовится он из самых доступных ингредиентов. Шестым приготовим очень легкий и максимально быстрый салат. Он не совсем обычный и вкусный. Такой салат прекрасно подходит для любого стола. Берем банку консервированных ананасов кружочками и нарезаем их небольшими кубиками. Если вы взяли консервированные ананасы, уже нарезанные кусочками, то, возможно, их тоже нужно будет разрезать на более мелкие кубики. Морковь трем на терке для корейской моркови. Также морковку можно потереть на обычной терке. Всего для салата понадобится примерно 300 грамм свежей моркови. В миску насыпаем тертую морковь, подготовленные ананасы. Сюда же добавляем 1 зубчик чеснока через пресс для пикантного вкуса. Все солим по вкусу. И перчим черным молотым перцем. Салат заправляем 2 столовыми ложками майонеза. Все хорошо перемешиваем. Салат готов, можно подавать на стол. Салат с морковью и ананасами получился очень вкусным. В нем прекрасно сочетаются все ингредиенты. Морковь придает салату свежесть и сочность, ананасы легкую сладость, а чеснок пикантный вкус. Седьмым приготовим красивый и вкусный салат с виноградом. Приготовление салата несложное, и за праздничным столом он уходит одним из первых. Сначала подготовим куриное филе для салата. Филе моем и обсушиваем бумажными полотенцами. Мясо солим со всех сторон. Посыпаем приправой для курицы, я использую приправу без соли. Равномерно растираем приправы по мясу руками. На сковороду наливаем растительное масло и ждем, пока оно нагреется. Сковорода нагрелась, кладем подготовленное филе. Обжариваем на большом огне до румяной корочки, сначала с одной стороны, а затем переворачиваем на другую сторону. Чтобы сильно не брызгало масло, можно прикрыть сковороду крышкой. Филе поджарилось с 2 сторон. Наливаем в сковороду примерно полстакана воды. Накрываем крышкой и тушим мясо примерно 15-20 минут на маленьком огне. Филе готово. Снимаем его со сковороды и даем остыть. Остывшее филе нарезаем сначала на пластинки, а затем каждую пластинку режем кубиками. По желанию филе можно отварить. Берем примерно 200-250 грамм винограда и разрезаем его пополам. Если есть косточки, то вынимаем. Для приготовления этого салата можно использовать любой сладкий виноград. Рукколу моем и нарезаем на более мелкие части. Понадобится примерно 200 грамм рукколы. По желанию ее можно заменить салатным миксом, в котором есть руккола.
Грецкие орехи кладем на сковороду и обжариваем несколько минут на небольшом огне. Понадобится примерно 50 грамм орехов. Сковороду снимаем с огня и даем им остыть. С орехов счищаем кожицу, которая отслаивается. Подготовленные орехи нарезаем на небольшие кусочки. Берем блюдо, в котором будем подавать салат, и выкладываем на него рукколу. Равномерно ее распределяем по дну. Нарезанное мясо выкладываем сверху на зелень. Следующим выкладываем подготовленный виноград. Сыр фета нарезаем кубиками. Для салата понадобится 200 грамм сыра. Нарезанные кубики сыра выкладываем сверху на салат. Готовим заправку. В мисочку наливаем примерно 4 столовых ложки оливкового или любого растительного масла. Добавляем 2 столовые ложки бальзамического соуса. Насыпаем пол чайной ложки соли. Молотый черный перец. И 1-2 чайных ложки зернистой горчицы. Все перемешиваем до однородного состояния. Приготовленной заправкой поливаем салат сверху. Все посыпаем измельченными грецкими орехами. Салат готов, можно подавать на стол. Салат с виноградом получился очень вкусным и красивым. В нем прекрасно сочетаются все ингредиенты, а соус придает салату особенный неповторимый вкус. И последним блюдом на горячее приготовим мясо в духовке с грибами. Получается вкусно, сытно и красиво. В мисочку кладем 3 ломтика белого хлеба, предварительно разделив их на более мелкие части. Все заливаем водой и оставляем на 10 минут. Одну луковицу нарезаем произвольными кусками. Нарезанный лук кладем в чашу измельчителя. К нему добавляем 2-3 зубчика чеснока. Хлеб уже размяк. Вынимаем его из мисочки и отжимаем лишнюю воду. Хлеб кладем в чашу измельчителя. Все измельчаем до однородности. В большую миску кладем 600 грамм фарша. У меня фарш свиной. Можно взять и любой другой. Добавляем подготовленный хлеб с луком и чесноком. Все солим примерно половиной чайной ложки соли. Перчим черным молотым перцем. Все хорошо перемешиваем. Подготовленный фарш выкладываем на блюдо. Выравниваем его, формируя прямоугольник. Разделяем фарш на 9 примерно одинаковых частей. На противень ставим кулинарное кольцо и его заполняем фаршем. Фарш хорошо трамбуем ложкой. Желательно противень предварительно застелить пергаментной бумагой. Аккуратно снимаем кольцо, и получается вот такая ровная и красивая котлета. Так делаем все 9 котлет. Диаметр кольца 8 см. Вместо кольца можно использовать разрезанную пластиковую бутылку.
Готовим начинку. Одну луковицу нарезаем кубиками. Одну морковь трем на крупной терке. Шампиньоны моем и нарезаем кубиками. Понадобится 300 грамм грибов. На горячую сковороду кладем нарезанные грибы. Обжариваем их без добавления масла на большом огне до испарения всей жидкости. Как только жидкость испарилась, наливаем немного растительного масла. Добавляем нарезанный лук. Обжариваем лук с грибами примерно 2-3 минуты. Спустя 3 минуты добавляем тертую морковь. Обжариваем еще 2-3 минуты. В конце начинку солим и перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем. В готовую грибную начинку добавляем одно яйцо и перемешиваем. Начинку аккуратно выкладываем сверху на котлеты. Сыр трем на крупной терке. Понадобится примерно 200 грамм сыра. Каждую котлету с начинкой сверху посыпаем тертым сыром. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 25-30 минут. Блюдо готово, достаем его из духовки. Сразу же выкладываем на большое блюдо. Украшаем укропом или петрушкой. Подаем на стол в горячем виде. Горячее блюдо из мясного фарша с грибами получилось очень вкусным и готовится из самых обычных продуктов. С его приготовлением справится каждый. Если вам понравился вариант такого праздничного меню, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.